Друзья, сейчас будем рисовать вот такой вот интереснейший рисунок, интереснейший объект. Начнем с построения. А, На первый взгляд может показаться очень тяжелая работа, но когда мы будем исходить от крупного, сначала мы набросаем границы, вот так вот, как обозначено красным. Набросаем границы, обозначим какие-то ориентиры для себя. Вот посмотрите, где проходит красная линия. Посмотрите, где проходит рука детская. Высота ее, низ ее. Примерно набросаем. Потом возьмем какую-нибудь одну линию, например, большого пальца руки пожилого человека. Начнем от нее рисовать. Она нам все объекты, которые рядом, скорректирует. Главное соблюдать параллельности вот этих линий, которые у нас снаружи нашего рисунка. Вот. И идем от одного пальца к другому. Вот здесь вот видите, когда я набросал большой палец, от него у меня появилась какая-то высота руки маленького молодого человека. И также низ. Нужно идти от большого, от целого. Посмотрите, вот как выглядит вся большая фигура. Итак, вот рисуем все по одному. Руку детскую мы тоже набросали. Пусть это даже будет неправильно, чтобы было что исправлять. Дело в том, что если будет пустое место, у вас вообще никакого ориентира не будет. А так у вас будет ориентир того, что нужно сместить влево, вправо, вверх, вниз. Вы уже будете от чего-то отталкиваться. Здесь вот я нарисовал большой палец, и от него я могу нарисовать морщины указательного пальца, наружные линии указательного пальца. А большой палец мне уже стал служить неким ориентиром. То есть сейчас вот я вижу руку вот на такие вот детали, делю ее и вижу ее вот такими вот кусочками. Но она должны быть все эти детали подчинены целой картине. Про это тоже нужно не забывать. Я сейчас не то чтобы прорисовываю руку, я делаю себе ориентиры на будущее для того, чтобы нарисовать всю форму руки правильно. Каждая линия какая-то может переходить в какую-то другую линию. Вот эти моменты, где они встречаются, тоже вас немножечко корректируют. Видите, и верх детской руки у нас сразу нашелся ровно на том месте, где должен находиться. И пальчик указательный будет находиться именно в среде тех морщин, которые там находятся. Вот здесь видите, вот такие расстояния относительно толщины пальца, когда он нарисован рядом, достаточно несложно проявляются. Сейчас мы нарисуем пару вот этих вот пальцев, средний безымянный. И это даст нам еще дополнительно парочку ориентиров. Потом проведем корректировочки, посмотрим, где что не так. Не бойтесь, исправления будут всегда. Это невозможно нарисовать все с первого раза. Вот видите, у нас есть вот такая морщина по фаланге указательного пальца, а напротив нее у нас детский пальчик. Вот это тоже нас сориентировало. Видите, а изначально мы
обозначили детскую руку гораздо выше. Оказалось, все совсем не так. Все друг другу помогает. Обратите внимание, началось все с большого пальца. Линия, по которой проходит гребенка наших пальцев, если можно так сказать. Вот я ее сейчас представил мысленно, где она проходит. И по этой линии я начал рисовать, откуда начинаются наши пальчики. Сразу жирно с первого раза рисовать не нужно. Потом, возможно, придется стереть. Конечно, техника сухая кисть, она практически все закрасит, не останется даже следа. Но если у вас в светлом месте будет какой-то недостертый карандашный рисунок, какая-то линия, нежелательно, чтобы так было. Вот мы практически нарисовали. Вот сейчас нужно посмотреть, насколько все подчиняется целому. Нужно представить, вот, как вот, вся фигура выглядит в целом. Не надо в деталях это все рассматривать. Обязательно нужно посмотреть, как смотрится в целом. Сейчас я провожу корректировочку, устраняю ошибки по всему линейному рисунку, используя какие-то мелкие детальки, то есть вот эти морщинки. Они мне помогают, они меня ориентируют. Кстати, вы видите немножечко мой рисунок с неким искажением, потому что камера стоит слева и немножечко искажает картинку. Я смотрю на нее, на рисунок прямо абсолютно и вижу более правильно. Ну вот сейчас можно, в принципе, уже приступать к детализации. Делим наш рисунок на участки и прорабатываем каждый по отдельности. Забываем про остальные, что они есть, и вспоминаем в тот момент, когда линии, какие-то морщинки переходят из одного участка в другой. Вот тут они должны вместе соединяться и обязательно должны встречаться там, где это происходит на фотографии. Я использую мягкий карандаш для того, чтобы, если мне нужно провести какую-то очень темную, ярко выраженную линию, мне не приходилось делать нажим и оставлять вмятину на бумаге. Дело в том, что при растирании, тушевании, при рисовании сухой кисти все эти вмятинки становятся видны, они проявляются. Это как если подложить монетку под лист, тетрадный лист бумаги и прорисовать на нем много-много штрихов карандашом, то проявится монетка. Вот примерно такой же эффект. Поэтому я использую мягкий карандаш, и если надо, я просто слабо на него нажимаю, если мне нужно светлые какие-то участки нарисовать. И этого вполне достаточно. Других карандашей у меня вообще нет. Когда есть целое, можно нарисовать и какие-то мелкие детали. Абсолютно легко, никаких сложностей в этом нет. Все проверяйте. Немножко порисовали, проверяйте. Когда рисуете вот такой вот эскиз, чтобы у вас вообще весь портрет, весь рисунок получился правильным, реалистичным,
Каждый этап делайте тщательно, скрупулезно. Старайтесь. Если нужно исправить, исправляйте, не ленитесь. Представьте, что у вас стоит только одна задача. Вот этот конкретный этап. Линейный рисунок. Не думайте, что у вас еще много работы впереди, и поэтому надо сэкономить силы и энергию. Итак, у нас начинается второй этап. Это раскрашивание. Сейчас все линии, которые я проработал карандашом, я обязательно введу, дабы они у нас не потерялись при раскрашивании, а остались видны. На светлых участках темные линии, естественно, делать не нужно. Кисточку я, кстати, использую более-менее смоченной. Это еще не совсем мокрая кисточка, как если бы я прям окунул ее в масло и в краску. Это немножечко вытертая уже на палитре, но видите, она еще долго рисует, загружена она хорошо, поэтому работаю я ей крайне осторожно, чтобы не перестараться и не пришлось потом портить поверхность ластиком. Все сейчас прорисую, все обведу, потом приступим к следующему этапу.
Ну вот, я практически все закончил. Можно приступать к раскрашиванию. Сейчас я как бы задал фактуру, такую крупную фактуру кожи нашей руки, нашей ладони. Потом, когда я буду растушевывать, я буду идти от темного к светлому. Какие-то линии могут полностью закраситься, но немножечко будут просвечиваться все-таки. Не зря я их обводил. Вот. А какие-то будут просвечиваться совсем слабо. Иногда нам так и надо. Вот как на тыльной стороне ладони, вверху справа. Ну, на ребре ладони у нас есть такие морщины, такие более крупные и не такие подчеркнутые, ярко выраженные, как внутри ладони. Сразу брать большую кисточку я не могу, потому что у нас рисунок очень такой многодетальный, скажем так. Поэтому я иду от темного к светлому, но еще не совсем большой кисточкой. Ну вот, настал момент для работы как раз кисточки побольше размером, что очень сильно сэкономит нам время. А позволило нам поработать большой кисточкой кисточка поменьше. Если бы мы сразу по карандашу все растушевали, мы бы потеряли наш рисунок. Ну, я думаю, достаточно. Берем большую кисточку и очень смело затушевываем все. Практически не оставляем никаких светлых пятен, потому что нам все равно нужно оставить поверхность для работы ластиком. Если мы никак не закрасим, то ластику нечего будет стирать. Поэтому все равно даже там, где самые светлые участки, мы немножечко затушуем. Вот одна из моих любимых кисточек. Очень аккуратно она рисует. И в то же время большая производительность. Я люблю такие кисточки. И самое главное ее достоинство, она долго живет. Она уже несколько портретов нарисовала, хотя стоит совсем недорого. В уроке по инструментам я о ней немножечко рассказывал. Вот здесь обратите внимание, вот эти косточки, которые у нас отражаются бликами, они находятся на одной дуге, и нам нужно эту дугу соблюдать. Сейчас у нас такое грубое тушевание, подчинение всего рисунка, всех деталей будущему целому рисунку. Вот. Здесь каких-то прорисовок нету, это всего лишь подготовка для следующего этапа, для прорисовок. А вот эти вот линии, морщинки, которые мы раскрасили, это для того, чтобы в процессе тушевания они у нас не исчезли, не потерялись. И также продолжали служить нам ориентиром. И на следующих этапах и в конце они
будут служить не просто каким-то ориентиром в процессе рисования, они останутся и будут частью нашего изображения. Сейчас у нас все находится, скажем так, в среднем диапазоне нашей тональности. А после того, как мы закончим прорисовку первичную, у нас появится контрастность. Мы внесем более темные какие-то участки, подчеркнем их, дорисуем как следует. И поработаем, конечно, еще со светлыми участками, пластиком, резинкой. И таким образом у нас будет не в средних тонах все, а очень контрастно. Давайте вспомним, какие у нас были этапы. Итак, первое, мы грубо набросали местоположение наших рук. Потом мы начали рисовать от большого пальца какие-то линии. От него у нас скорректировался весь рисунок. У нас появились места, где у нас происходит стыковка, где у нас есть вторая рука. Практически точно это определили. А потом мы... После того, как мы нарисовали целый рисунок, мы поделили его на участки мысленно. И на каждом участке начали рисовать какие-то большие, ярко выраженные моменты, морщины, складки. От них уже начали рисовать вот эту паутинку мелких и тоненьких. Это был второй этап. Все это относилось к карандашному рисунку. Следующий этап раскрашивания у нас состоит из нескольких частей. Первым мы обвели все наши карандашные морщинки, чтобы они у нас не потерялись. Потом затушевали все. И вот сейчас у нас идет этап первой прорисовки. Это чисто работа кисточкой такого немаленького размера для такого рисунка. То есть грубые тени мы рисуем, полутени. А потом мы порисуем ластиком. И следующий окончательный этап у нас будет полная контрольная такая прорисовочка всего мелкого. Нет, точнее, самый последний у нас будет еще один этап. Это проверка, контроль, устранение всех недочетов, какие могут быть у нас выявлены. И все, и в принципе завершение.
Ну вот, в принципе, такой затянувшийся этап. Рисунок наш стал казаться темный. Почему? Потому что мы еще совсем не работали эластиком. Все это дело исправится. Это, скажем так, почва для работы эластиком. Все нормально, так надо, ничего страшного здесь нету, даже если бы мы немножко переборщили. Ну вот, практически первый этап у нас завершен. Продолжение следует. Смотрите следующий урок. Спасибо за внимание.